Он зашел в кабинет, медленно сел напротив меня и опустил глаза. Это был взрослый и уверенный мужчина, но в этот момент он выглядел растерянным. Проблема, о которой он говорил шепотом, знакома миллионам — грибок ногтей. И именно с таких историй всегда начинается самое важное. Я рассказываю это не как человек, который лечился сам, а как тот, кто годами собирал реальные истории, народные методы и мнения специалистов. Потому что грибок — это не просто косметический дефект, это сигнал, что организм ослаблен, а среда стала благоприятной для инфекции. Большинство совершают одну и ту же ошибку. Маскируют проблему вместо того, чтобы убрать причину. Лаки, гели, пластыри – все это часто лишь прячет грибок, но не уничтожает его среду обитания. Важно понять главное. Грибок живет там, где тепло, влажно и есть питание. И если не изменить эти условия, он будет возвращаться снова и снова, как бы дорого ни стоило средство. Народная медицина всегда начиналась с простого вопроса: чего боится грибок? Ответ оказался удивительно логичным – кислой и агрессивной среды, в которой он не может размножаться. Первый ингредиент, о котором говорят десятилетиями – обычный яблочный уксус. Не эссенция, не химия, а натуральный уксус с живыми кислотами, которые меняют pH кожи и ногтя. Второй ингредиент – пищевая сода. Она не убивает грибок напрямую, но делает поверхность ногтя щелочной, рыхлой, подготавливая ее к воздействию кислоты. Это важный момент, который многие игнорируют. Как правильно применять? Сначала теплая ванночка для ног. Вода, столовая ложка соды, 15 минут. Цель – размягчить ноготь и кожу. Никакой спешки. Грибок не любит терпения. После этого ногти аккуратно высушиваются. Это критично. Влажность – лучший друг грибка. Только потом наносится раствор яблочного уксуса, разведенного с водой 1 к 1. Важно не просто нанести, а дать высохнуть естественно, не смывать. Именно в этот момент создается среда, в которой грибок перестает быть активным. Но вот о чем почти никто не говорит. Если не обработать обувь, все бессмысленно. Споры грибка живут именно там. Народный способ прост. Вакный тампон с уксусом на ночь в обувь, в пакет, плотно закрыть. Еще один ключевой момент – регулярность. Не 2 дня и бросил, а системный подход, минимум 3-4 недели. Народные средства работают не резко, а глубоко. И вот здесь начинается самое интересное. Многие отмечают, сначала ноготь становится светлее, затем перестает крошиться, а уже потом начинается рост здоровой пластины. Это и есть признак, что вы все делаете правильно. Но я всегда подчеркиваю, если есть боль, покраснение, воспаление – это повод обратиться к врачу. Народные методы не магия, а поддержка организма, а не замена здравому смыслу. Грибок – это не приговор и не стыдная проблема. Это результат среды. И если вы меняете среду, результат меняется тоже. Почему об этом редко говорят открыто? Потому что простые решения не приносят миллиардов. А сода и уксус есть почти в каждом доме. Этот метод передавался из уст в уста задолго до рекламы и аптечных витрин. И сегодня он снова возвращается, потому что люди устали от бесконечных обещаний. Я делюсь этим не ради сенсации, а чтобы вы поняли, здоровье начинается с понимания процессов, а не с громких названий на упаковке. Если подойти к вопросу грамотно, терпеливо и системно, грибок теряет почву под ногами, в прямом смысле этого слова. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если информация была полезной, поставьте лайк, напишите комментарий, сталкивались ли вы с этой проблемой, и подпишитесь на канал Доктор Здоровья, чтобы не пропустить новые полезные видео о здоровье, о которых не принято говорить вслух.